Испания. Как много теплого, приятного и притягивающего в этом слове. Очень многие уже были в этой стране и хотели бы сюда вернуться, а другие же хотели бы ее посетить. И сейчас мы посмотрим, почему. В эту страну едут, чтобы как следует погреться на жарком солнце, искупаться в Средиземном море и полежать на широких песчаных пляжах. Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой архитектурой, вкусной едой и разнообразием искусства. Наконец, в Испанию едут за новыми впечатлениями. И так уж получилось, что мы в Испанию еще ни разу не приезжали. В этот раз мы поставили себе особенную, но очень амбициозную цель. Мы решили отправиться в путешествие по городам Испании, где переплетаются традиции Востока и Запада, и где исламское наследие соседствует с христианской культурой. И все это, чтобы лучше познакомиться со страной и ответить на вопросы. Как переплетение культур влияет на облик и дух современной Испании? Как арабское наследие сделало Испанию одной из самых уникальных стран в мире? И как страна, где встречаются разные эпохи и культуры, сумела приобрести свою особенную идентичность и при этом стать одним из самых привлекательных мест для путешествий? Получится ли это у нас? Сейчас посмотрим. В этом выпуске мы отправимся по одним из самых ярких локаций Испании. Мы посетим живописную и бушующую жизнью Валенсию, окунемся в магию мавританской архитектуры Гранады, прикоснемся к сердцу Испании в горячей Севилье, погрузимся в историю Кордовы с ее уникальной мечетью-собором и вдохнем свежий морской бриз на самой южной точке Испании. Впереди будет очень интересно, и прежде чем мы начнем, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Ну а мы отправляемся. Прежде чем мы как следует погрузимся в атмосферу страны, сделаем небольшое, но важное отступление для лучшего понимания современной Испании. Это Испания, какой мы ее знаем. Тут действительно много солнца и много пляжей. Еще в этой стране самое большое количество всемирного наследия ЮНЕСКО в мире и потрясающая сангрия. А да, еще и фламенко и бои с быками. Сегодня Испания целиком находится на Иберийском полуострове. Правда, это если не считать Балиарские острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане. И хотя на данный момент страна является светским государством, тем не менее около 60% населения здесь относят себя к католической религии. Но так было далеко не всегда. На протяжении почти 800 лет Испания была частью Аль-Андалуса, так называлась мусульманская Испания. Изначально полуостров практически полностью принадлежал исламским халифатам со столицей в Кордове. Но христиане усердно вытесняли арабских завоевателей с полуострова, и к 15 веку у мусульман осталась совсем небольшая территория на юге современной Испании под названием Гранадский Эмират. Но и он был завоеван христианами уже к концу 15 века, тем самым поставив точку на многовековом мусульманском правлении на полуострове. Процесс отвоевания полуострова в итоге был назван реконкистой. И, конечно, весь этот период не мог не повлиять на облик жизни и традиций современной Испании. Но насколько сильно? На это мы сейчас и посмотрим, а для этого перенесемся туда, откуда все и началось. Мы добрались до Кордовы. Да, это такой очень особенный город, который, во-первых, нас приятно удивил, а во-вторых, обладает супер длинной и интересной историей. Как мы уже знаем, Кордова – это не просто город, а целая эпоха в истории Испании. В средние века Кордова была столицей одного из самых могущественных халифатов мусульманской Испании и одновременно одним из самых крупных и культурно развитых городов в Европе, с населением около 500 000 человек. Это как Лондон того времени, только с пальмами и мечетями. Город расположен на юге Испании, в регионе Андалусия, и сегодня не входит даже в десятку самых крупных городов Испании. Но тем не менее, город все еще не потерял свою значимость. Знакомство с Кордовой лучше всего начать с главного символа и сокровища города – с мескиты.
местной некогда исламской мечети, которую, кстати, даже охраняет ЮНЕСКО. Мескита – это символ былой мощи и богатства кордовского халифата. Это сооружение – настоящий шедевр исламской архитектуры. Именно здесь обсуждали судьбы народов, заключали важные сделки и, возможно, даже плели тайные заговоры. За всю свою историю существования Мескита несколько раз превращалась из мусульманской мечети в христианский собор, и наоборот. Но после того, как в 13 веке Кордова была завоевана христианами, мечеть окончательно превратилась в кафедральный собор. Сегодня же этот невероятный микс разных эпох все еще можно хорошо отследить в архитектуре постройки. К слову, строили мескиту веками, а материалы свозили из лучших мест, используя даже мрамор из разрушенных римских храмов в округе. Реюз, апсайкл, экология – все в духе актуальных трендов. Ходят слухи, что в меските до сих пор есть потайные места и скрытые комнаты. Мы ничего такого не обнаружили, но зато как следует прогулялись по саду, спрятанному за стенами мескиты. Он очень уютный и засажен южными деревьями. По нему можно прогуляться бесплатно, а вот за вход в собор придется платить в районе 13 евро. Приятно удивило, что даже в самые туристические месяцы тут достаточно спокойно. Нет огромных толп и шумихи. В общем, мескиту обязательно нужно посетить, хотя бы даже из-за значимости постройки. Ну а раз мы заговорили об арабском наследии в Кордове, следует также и упомянуть, что в городе огромное количество красивых дворов, очень похожих на ряды в Марокко или Тунисе. След арабской культуры на самом деле можно хорошо отследить по дворикам. В арабской культуре вся красота, она прячется внутри. Поэтому улицы всегда выглядят довольно строго, и как только ты заглядываешь в парадные подъезды, ты видишь всю красоту этого дома. И вот за моей спиной один из таких двориков, там все в плитке, все аккуратно, там аккуратные светильники красивые, много зелени, мини-фонтанчики. И таких дворов здесь куча, вот прям большое количество. И рестораны в таком же стиле. То есть ты идешь мимо и видишь, как вот в закуточке все красиво, куча разных каких-то расписных стен, фонтанчики, и сидят люди, наслаждаются. Да даже отели в Кордове во многом используют восточные мотивы, что создает дополнительный особенный колорит для пребывания в городе. А в целом, чтобы как следует познакомиться с городом, имеет смысл просто потеряться в его узких улочках. Здесь их сотни, а потому вероятность найти что-то интересное достаточно высока. И когда город изучен, а солнце начинает клониться к закату, нужно обязательно выйти к главному мосту города, который расположен буквально в 10 минутах ходьбы от Мескиты. Это Римский мост в Кордове, и он особенный сразу по нескольким причинам. Мост построили римляне еще в 1 веке до нашей эры, то есть примерно во времена, когда Цезарь гулял по римскому форуму. И потому вдвойне впечатляет, что мост до сих пор функционирует. Мост старше половины городов Европы, а люди все еще по нему ходят. Кстати, очень многие из нас этот мост уже видели, пускай и не догадывались об этом. В «Игре престолов» именно этот мост очень успешно сыграл роль моста в Валантисе. И так как Римский мост был стратегически важным для сотен поколений людей, пройтись по нему – это почти как прикоснуться к самой истории. Дотронулся. Сегодня это исключительно пешеходный мост и просто невероятная точка для того, чтобы проводить закат, полюбоваться потрясающей панорамой города и проникнуться атмосферой Кордовы. И раз мы уже взглянули на столицу первого исламского халифата в Испании, давайте посмотрим на столицу последнего. А для этого переместимся немного восточнее, в Гранаду. Гранада – это город в Южной Испании с населением около 240 тысяч человек, расположенный у подножия гор Сьерра-Невада. Это, кстати, очень красивая местность, по пути мы смогли немного ей полюбоваться. Гранада, как и Кордова, имеет огромную историческую значимость для современной Испании. И как и в Кордове, здесь очень сильно переплетены европейская и арабская культуры. 4-й день нашего путешествия по Испании мы решили провести в городе Гранада. Здесь находится величественное сооружение, величественный комплекс, который называется Альгамбра.
Ради него сюда едут толпы туристов, несмотря на жару в 40-42 градуса, на невозможность дышать и постоянные подъемы. И вот что в нем особенного. Альгамбра – это сердце Гранады. Многие приезжают в этот город исключительно ради этого комплекса. Это, по сути, группа дворцов и крепостей, построенные мусульманами в эпоху их правления здесь. В Альгамбре есть роскошные сады, мозаики, резные купола и арки. Территория дворца состоит из великолепных прямоугольных дворов и многочисленных фонтанов. Это место действительно захватывает дух, поэтому, если планируете его посещение, лучше выделить на это целый день. Правда, с учетом одной вещи. Позади меня вход в Альгамбру. И что нужно знать туристу, который посещает это место, что, во-первых, в горячий сезон билеты нужно брать заранее, а во-вторых, что эти билеты стоят, прям действительно дорого. Цена, которую мы нашли на веб-сайте, была 56 евро за человека. Это включает гид, но все равно это очень дорого. И пускай билет в Альгамбру стоит дорого, зато отели прямо возле достопримечательности очень доступные. Они буквально находятся у входа в Альгамбру, и выбрать один из них на ночевку точно имеет смысл. Гранада, вечер, мы вдвоем. Ну, конечно, крутые апартаменты. Словно ты в прошлом оказался в положительном ключе. В положительном смысле этого слова. Если же попасть внутрь Альгамбры не удалось, переживать все же не стоит. Гранада все равно подарит массу впечатлений. Прогулка по самому городу – это уже настоящее приключение. Дорога в центр Гранады проходит прямо вокруг крепости, и это, конечно, добавляет прогулке особенного шарма. Центр Гранады – это настоящий лабиринт узких средневековых улиц, которые вьются по многочисленным холмам. Спускаться и подниматься здесь придется реально много. И лучше всего иметь при себе карту, чтобы слишком часто не сбиваться с маршрута. Кстати, для тех, кто не хочет уставать от подъемов, есть маленький лайфхак. Из центра до Альгамбры можно доехать на автобусе. Очень удобно. Особенно после вкусного ужина в старом центре. На протяжении веков Гранада была последним оплотом мусульман на полуострове, и потому слияние арабской культуры с более поздней христианской здесь тоже ощущается отчетливо. Чтобы увидеть это слияние, достаточно просто отправиться за сувенирами. Они здесь словно с рынков в Марокко или в Тунисе. И все это переплетается с искусной архитектурой католических церквей. Контраст потрясающий. Но Гранада – это не только про историю. Сегодня это современный развивающийся город. Стоит только вынырнуть из плотно застроенного городского центра, как оказываешься на более широких шумных улицах, заполненных магазинами, кафе и яркой городской жизнью. И в этом смысле и Гранада, и Кордова очень уникальные города, которые смогли не только сохранить наследие прошлого, но и развиться дальше в достаточно крупные, живые и уютные современные города. И потому, чтобы как следует почувствовать эту особенную атмосферу сегодняшней Испании вкупе с духом древнего Аль-Андалуса, оба города – это абсолютный must-have. Без них поездка в страну будет неполной. Но все ли города современной Испании настолько сильно сохранили следы ушедших эпох? Чтобы это узнать, давайте взглянем на еще два абсолютно уникальных города. И сперва мы отправимся несколько южнее Кордовы и попутно полюбуемся красотой летней Южной Испании. Испанские пейзажи – это, конечно, нечто. Нашли сосновый лес в Испании. Пахнет изумительно. До чего приятный аромат в этом лесу. Просто фантастика. Ну, теперь с точностью можно сказать, что в Испании есть все. Море, пустыни, хвойные леса, скалы. Потрясающе.
И наша следующая жаркая остановка в городе Севилья. Сегодня Севилья – это еще один большой испанский город с населением в более 700 тысяч человек. И хотя в средневековье город также был частью мусульманской Испании, он кажется куда более современным, нежели Кордова и Гранада. Настолько, что тут даже находится дворец планеты Набу из «Звездных войн». Или это не он? Сейчас посмотрим. Готов идти снимать сцену из «Звездных войн»? Ну, не знаю, получится ли сцена, но я точно посмотрю, где ее снимали. Как оказалось, все эти культовые сцены из «Звездных войн» были сняты на главной достопримечательности Севильи. И местами это настолько очевидно, что сперва даже не веришь своим глазам. Ну что, как ощущение в месте, где ходил сам Энакин? Я как будто бы сам джедай. Окей, возможно, это интересно только фанатам франшизы. Нечего снимать, как я в телефоне сижу. Взглянем на реальное место. Эта достопримечательность называется Плаца де Испания, площадь Испании. И поверьте, нельзя посетить Севилью и не заглянуть на эту площадь. Хотя постройка выглядит эпохально, она все же возведена относительно недавно, в 20 веке. На тот момент она должна была стать символом модернизированной Испании и отражать уникальность и быстрое развитие страны. Полукруглая форма площади символизирует единство Испании. Галереи и павильоны украшены панно с изображениями провинций государства, где каждое панно иллюстрирует герб и карту соответствующей провинции. Ой, блядь, ты чё? Очень символично и красиво. Вдоль площади проходит канал длиной в полкилометра, в котором даже плавают рыбы. А вот интерьер здания несколько напоминает арабские мотивы, хотя и сильно измененные. И это сделано не случайно. Такой стиль называется мудехар. Площадь Испании – это невероятное место, наполненное огромной символикой и обладающее шедевральной архитектурой. Если бы мы снова впервые открывали для себя Севилью, то начали бы мы именно отсюда. Но, конечно, эта достопримечательность никак напрямую не связана с арабским владычеством в Испании. В Севилье, как оказалось, вообще не очень много исламского наследия. А все потому, что после реконкисты в городе произошла масштабная перестройка, которая стерла большинство видимых следов арабского прошлого. Но не до конца. И это хорошо видно по королевской крепости Алькасар, которая приобрела особенную популярность после того, как дворец превратили в резиденцию дома Мартеллов в Дорне в сериале «Игра престолов». И в сериале, и в реальности здание крепости выполнено в ориентальном стиле с арабесками, арками, узорами и плиткой. Помимо этого, Алькасар обладает невероятно красивым, широким и замысловатым садом. Тут даже есть собственный лабиринт. К тому же, это приятное место, чтобы спрятаться от беспощадной севильской жары. Из самых жарких городов какой для тебя самый жаркий? Ну, пока что, наверное, вот этот город, Севилья и Ронда. Вот Севилья и Ронда – это самые пока что жаркие города, на мой взгляд. Кстати, есть еще один маленький лайфхак, чтобы пережить жару. Можно воспользоваться вот такими машинами почти в любом испанском супермаркете. Свежевыжатый сок отлично и надолго утоляет жажду. Обожаю апельсиновый. Сладкий. Но продолжим исследование города. Примером классической христианской архитектуры в городе можно считать Севильский кафедральный собор, расположенный неподалеку от Алькасара в самом центре города. Собор был построен на месте большой мечети Севильи после ее разрушения, что, собственно, и подчеркнуло смену культурной и религиозной эпохи города. Сегодня здание обладает всеми элементами готики – витражами, высокими сводами и изысканными резными барельефами. И что интересно, именно в этом соборе находится могила Христофора Колумба. Правда, об этом мы узнали слишком поздно, не успев до закрытия. Зато вход в собор, кстати, достаточно недорогой. Подобно тому, как главные достопримечательности Севильи разительно отличаются друг от друга, столь же многогранна и атмосфера города. Здесь все еще ощущается влияние арабского прошлого, но в значительно меньшей степени, чем в бывших столицах исламских халифатов. И это несмотря на то, что Севилья находится всего в 150 километрах от Кордовы. А что, если переместиться совсем в другую часть страны?
на север. Давайте это и сделаем, и отправимся на побережье Средиземного моря в другой большой испанский город – Валенсию. На контрасте со всеми испанскими городами, которые мы успели посетить, Валенсия показалась нам наиболее урбанизированным местом, с очень быстрой городской жизнью. И хотя в Валенсии проживает по официальным данным всего около 800 тысяч человек, город ощущается настоящим мегаполисом. Валенсия плотно застроена, и все здесь находится в постоянном движении. И знаете, это совсем неплохо, потому что в Валенсии находится огромное количество ресторанов и магазинов. Люди дружелюбны, а городские улицы красивые и чисты. Кстати, именно в Валенсию в последние годы переехало очень много русскоговорящих людей, из-за чего город стремительно обрастает русскоговорящим сервисом. Еще Валенсия – это родина знаменитой испанской паэльи, поэтому не забываем попробовать ее именно здесь. Ну а теперь к главному. Наконец-то мы добрались до самой главной достопримечательности Валенсии. Этот комплекс просто поражает своей урбанистичностью, очень красивый, светлый, современный. Для нас он имеет также особенное значение. Мы являемся фанатами сериала «Доктора Кто». Это британский сериал о космосе, о путешествиях во времени. И одна серия, которая нам очень нравится, была снята именно в этом комплексе, как если бы он находился на другой планете. Но, слава богу, он не на другой планете, он в Валенсии, поэтому мы приехали посмотреть и окунуться в эту атмосферу. Город искусств и наук – это один из крупнейших научно-популярных и культурных комплексов с поистине уникальной авангардной архитектурой, который состоит из 6 основных элементов – лимисферик, сад Лумбракле, музей наук принца Филиппе, океанографический парк, дворец искусств королевы Софии и агора. Этот футуристичный комплекс построен в качестве символа обновленной Валенсии, городок будущего в сердце древнего города. Основная цель, конечно же, это притягивать сюда миллионы людей на выставки, конференции, концерты и на прочие многочисленные мероприятия. Но и просто прийти сюда, чтобы насладиться эстетикой этого места, уже стоит того. Кстати, в этом месте есть одна интересная фишка, о которой знают немногие. Наш друг вчера показал нам классный фокус, связанный с этим зданием, и мы сейчас тоже хотим его вам показать. В общем, если встать вот туда и вот туда на разные концы этой арки и говорить друг другу что-то наверх, то ты будешь слышать все сказанные слова так, словно тебе говорят в трубку телефона. Местные знают про этот прикол, но туристы, как правило, не догадываются, если у них нет гида. Да и я бы тоже не догадалась, если честно. Вот я с одной стороны этого места, и по идее Маше сейчас должно быть очень хорошо слышно, что я говорю. Да, мне тебя слышно. Офигеть, мне тебя слышно. Денис стоит вообще очень далеко, но мы слышим друг друга, говоря вот в этот проемчик. Даже несмотря на то, что вокруг нас люди, то есть если ты не стоишь прямо конкретно в этом углу, то звук просто не фокусируется здесь, в этом месте. Да. Очень круто. Знаете, хотя Валенсийский город искусств и наук особенно не менялся аж с 2009 года, сегодня комплекс выглядит все же невероятно футуристично. Однозначно, одна из достопримечательностей, которую нужно увидеть, оказавшись в Испании. Кстати, запасайте обязательно хотя бы несколько часов на прогулку здесь, потому что здесь прям очень приятно бродить, разглядывать все эти здания и просто наслаждаться видами. Такого, наверное, мы не видели еще нигде. И еще одна интересная достопримечательность Валенсии – это впечатляющих размеров арена для корриды. Коррида – это бой с быками, который конкретно в Валенсии проходит несколько раз в год. Арена имеет 52 метра в диаметр, и сюда помещается вплоть до 15 тысяч человек. В дни корриды выглядит арена вот так. И хотя сам этот вид спорта вызывает сегодня много споров, но с архитектурной точки зрения арена выглядит достаточно величественно. Взглянуть на нее, безусловно, стоит. Еще в городе нам очень понравилось здание центрального рынка Валенсии, по большей части из-за скульптуры попугая прямо на крыше постройки. Это была, кстати, единственная достопримечательность, хоть сколько-то обладающая арабскими мотивами.
Но в целом о Валенсии хочется сказать, что лично у нас она оставила уникальное впечатление. Это очень развитый и живой город, в котором отлично сочетаются элементы различных культур и эпох. Но на удивление, в Валенсии почти не ощущается влияние арабской культуры. Этот город словно бы часть какой-то другой Испании. Местами он может казаться слишком сумбурным и хаотичным из-за динамики местной жизни, но одновременно это место, где приятно находиться и которое интересно исследовать. И как нам кажется, контраст Валенсии с такими городами, как Кордова, Гранада и даже Севилья – это отличное доказательство того, как по-разному различные культуры влияли на развитие Испании, и отличный пример широкого разнообразия современной культуры страны. Например, Кордова в наших глазах даже на сегодняшний день является городом, вся культурная идентичность которого выстроена вокруг исламского управления в Испании. То же самое можно сказать и про Гранаду, старый город которой скорее напоминает Медину арабского города. Но уже в Севилье мы начали замечать, что влияние исламской культуры здесь далеко не так очевидно. А вот в Валенсии и вовсе практически не ощущается. Как если бы Валенсия вообще исторически не была связана с более южными городами. И, конечно, современная Испания – это страна со своей собственной особенной идентичностью. Сегодня она далеко не древний Аль-Андалус, хотя стоит заметить, что все же связь с исламским миром у страны сохраняется и по сей день. Ведь Испания – это единственная страна Европы, которая все еще граничит с исламской частью Африки и по сей день. Так почему бы нам не отправиться в точку, где современный христианский мир касается исламского? Для этого переместимся на самый юг Испании, к Гибралтарскому проливу. Вдоль него и проходит граница с Африкой. В самом узком месте Испанию от Марокко отделяют всего-навсего 14 километров. Кстати, важно заметить, что по пути к проливу можно увидеть и сам Гибралтар. Гибралтар – это отдельная заморская территория Великобритании и к Испании прямого отношения сегодня не имеет. А самое главное, без визы Великобритании туда не попасть. Поверьте нам, мы пытались. Место же, где Испания граничит с Марокко, находится в самом узком месте Гибралтарского пролива, и оно расположено в городе Тарифа. Тарифа – это очень небольшой городок и не слишком примечательный для туристов, но ехать сюда определенно имеет смысл по двум причинам. Во-первых, здесь есть океан. Спустя сотни километров мы наконец-то доехали до океана, а точнее до Гибралтарского пролива. И до самой южной точки Испании. Да. Вторая причина – это Пунта-де-Тарифа, та самая южная точка не только континентальной Испании, но и всей континентальной Европы. Отсюда до Африки рукой подать. Вот она, ее отсюда достаточно хорошо видно. Жаль только, что до самого маяка просто так не дойти, для этого нужно искать специальную экскурсию. Но зато можно как следует пройтись по местному пляжу. Пара вещей, которые мы сразу же заметили здесь. Во-первых, здесь такая очень тусовочная атмосфера. Здесь очень много молодежи, танцуют, музыка издается со всех уголков пляжа. Пляж очень широкий, здесь много, помимо молодых, еще и собачников, здесь много гуляют с животными. Наверное, потому что всегда легкий бриз, и здесь комфортно всем, действительно. Да. И второе, океан очень холодный. Даже когда на улице 36 градусов. Да. Ну, наверное, по сравнению с температурой воздуха он и кажется таким холодным, но на самом деле есть дети, которые купаются, просто мы не одни из них. Находиться здесь – это очень классное ощущение достижения, именно из-за особенного расположения и символики этой локации. И, как мы упомянули, здесь можно искупаться в водах Атлантики. Ну или почти. Вот они, первые шаги в океан. Сейчас же июль, 30 градусов. А что так холодно? Не-не-не-не-не. Холодно. Да? И пускай воды океана оказались куда холоднее, чем мы ожидали, все же есть у этого и плюс. И напоследок хочется сказать, что как только мы добрались до океана, мы почувствовали вот эту вот свежесть, которая у нас отсутствовала на протяжении, наверное, нескольких дней. Да. В То, чего нам не хватало. Да.
в эту летнюю жаркую испанскую погоду. Вот у нас там на фоне дискотека играет. Я просто не могу стоять. Я вот стою, у меня нога дергается. Поэтому закругляемся. Как нам кажется, это очень символично завершить наше знакомство с арабской Испанией именно в этой точке. Ведь, по сути, именно на этой границе сегодня встречаются два разных мира, и именно отсюда когда-то исламские халифаты распространили свое влияние почти на всю территорию современной Испании. Как мы выяснили, Испания – это не только курорты, вкусная еда и сангрия. Испания – это непревзойденное сочетание культур и различных эпох. И самое классное в этой стране – это что ко всему этому разнообразию достаточно легко прикоснуться, чтобы узнать ее получше. Испания смогла умело взять лучшее от двух разных миров и тем самым приобрести уникальный облик, не свойственный больше никакой другой стране. Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в этом выпуске. Поставьте лайк, если вам понравилось, и подпишитесь на наш канал. А мы увидимся с вами в новой части нашего испанского приключения.